Мука в воздухе. Окей, 2 чашки муки. На каждую чашку муки 2 яйца. Это твой рецепт или который научил кто-то? Я не придумал блинчики, нет. И на каждую чашку муки 2 чашки молока. Сюда еле-еле поместится. Масло. Где-то 2 столовые ложки. И соль. Чтобы блинчики были вкусные, нужно соль. Теперь будет немножко некрасиво. Теперь это все дело ритма. Войти в ритм. На первый блин взнос оставить. После этого не буду. После этого только когда сюда Угу. ставишь чуть масла. Вот столько. Тут опять же, по ходу дела почувствуешь, сколько надо. Первый самый уродливый. Он красивый. Первый самый нестандартный. Ну, это нужно такой сделать один. Мне кажется, он самый вкусный. Откуда ты всегда съедаешь последний, да? Мне нравится его съедать, когда ты не смотришь. Последний? Ну это же первый. Нет, он будет в самом низу. А последний. Ну, когда ты готовишь, и я на кухне, я иногда... Тебе никогда первый не достается. Не, я могу под ним найти его. Что ты выдумываешь? Я его кушала раньше. Еще не понравилось. Научи меня так делать. Как это делать? Я же без всяких выкрутасов я не подбрасываю. Все равно у тебя получилось. А как это по-русски называется? Skillet. Сковорода? Это есть специальное имя для сковородки? Просто чугунная сковородка. Чугунная? Да, Cast iron это Cast чугунная. iron. Все. Первый. Второй уже будет по-другому. Тоже будет настоящий блинчик. Вот с такой сковородкой можно с металлической работать, но когда сковородка это non-stick,
Тогда Ну, некоторые есть, которые с обычным этим нон-стик покрытием, там только деревянными можно или пластиковым. Сейчас есть реклама, показывают какие-то нон-стик, которых они там молотком бьют. С ними ничего не случается. Не знаю. Как по-русски нонстик есть? Непригораемая. Непригораемый? Непригораемое покрытие. Так что не только для сковородки. Непригораемое. Непригораемое покрытие. Вот теперь со второго начинаю. Немножко масла кладу на каждый. А почему? Когда я первый раз Да. сделал дома в Махачкале, приехал из Липецка и сделал первый раз блинчики дома. И папа сказал, ну это лучше, чем... Мама говорит, лучше, чем ты делаешь. Мама возмутилась и закричала, если бы я столько масла клала. Так надо. Масло и соль. Масло и соль. Соль вообще самая главная приправа во всех блюдах. Да. Без соли ничего не вкусное. Это откуда слово salary? Потому что sal это соль. Я не помню, если это правда, но говорили, что солдатам римским платили солью. Так что теперь это ритм просто. Молодцы, ритм. Ритм, да? Первая сторона жарится, пока я добавляю масло. Обрабатываю краешки, чтобы не прилипли. Она уже готова. Теперь я это дело забираюсь, переворачиваю. Теперь я считаю. Раз, два, три, четыре. Приятно. С полезным. 9, 10. Вторая сторона готова. Красиво. Вот такой ритм, да. Ну, Очень прозрачный. сковородка прокалилась, я сейчас немножко уменьшил температуру. Какая? Я сейчас покажу. Так что высокая, да. Была самая высокая? Нет, было ближе к самой высокой. А, поняла. Так что первое, это как просьба или как это сказать? Что, это не просьба, это Нет. как бы установка. Установка. Кто не курит и не пьет, результатов не дает. Правильно. Это первая версия. Вторая версия. Это спортивная. Это спортивная версия. И потом вторая. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Это как бы общечеловеческое. Кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Поэзия. Ой, я не сделала видео, значит, теперь я еще один кусочек здесь.
Потому что я кнопку не нажала. Ты можешь опять? Федя, сможешь? Честно скажи. Что вы сказали? Запах дошел. Йом. Федя принес мне. Пришел. Подожди. Сейчас. Вот это. Окей. Так Ты что... снимаешь? Да, я снимаю сейчас. Запах дошел до Фединой комнаты. Да, так что теперь Федя здесь. И теперь скоро будут гораздо меньше блинчиков. Надеюсь, не гораздо меньше. Да, еще масло надо. Федя уже съел один блинчик, но я кнопку не нажала, так что не было видео. Окей, теперь Федя. Спасибо, Федя. Та-да! Та-да-да-да-да! Спасибо, папа.